Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз. Знаки судьбы. Лето 2025. Давайте узнаем, какие важные судьбоносные события вас ожидают в ближайшем будущем. Возможно, это будет новость, информация или ваше собственное решение, которое изменит вашу жизнь и вас самих. А возможно, это будет связано с решением какого-то человека, который тоже окажет влияние на то, что вы намереваетесь сделать или чем намереваетесь заниматься. И у нас сегодня две колоды карт. Колода Таро ангелов и 78 дверей. И на первой колоде мы достанем просто 6 карт и позволим самим картам раскрыть ту ситуацию или ту палитру событий, с которыми вы можете столкнуться. Пусть каждая карта для нас будет как знак судьбы. А вторая колода, она больше метафорические карты, 78 дверей, и будет принципиально важно, какие двери перед вами открыты, закрыты, каков ключ. Я же вас хочу пригласить на свой сайт, и я оставлю ссылки в описании под видео. Есть и на июнь астрологический гороскоп, есть и до конца года тоже астрологический прогноз, разные статьи, есть и статьи по психологии. Одним словом, не останавливаюсь долго, переходите по ссылкам, читайте. Я думаю, подсказок будет у вас еще больше. Сравните свои планы и звездное расписание. Итак, знаки судьбы. 6 карт. Первый знак судьбы. Или мы говорим, что вам по судьбе? События ближайшего будущего. Может быть, знать, как все обернется, как решится какой-то вопрос. Или то, что нужно вам сейчас услышать. Пусть нам передадут карты. Итак, давайте перейдем к просмотру первого знака судьбы, а вы уже на пороге будущего. Мне нравится очень эта карта. Тут у нас словно корабль с крыльями. Корабль – один из символов Меркурия, и правда в июле месяце в знак Близнецы, а Меркурий – управитель Близнецов, но в знак Близнецы войдет планета Уран и пробудет до ноября, открывая перед нами какие-то восхитительные возможности, но эти возможности могут для нас быть совершенно неожиданными. Это совсем не то, что мы представляли, или то, чем намеревались заниматься. Здесь, возможно, нам придется что-то и переигрывать, но сами возможности действительно спешат в вашу жизнь, как будто крылатые, как будто это по судьбе. Не останавливайся. Или нам говорят, если ты и сделал в чем-то паузу, по этой карте мы тоже делаем паузу. Но зачем? Это мы не в режиме ожидания, а это мы проверяем мысленно, все ли мы взяли из прошлого с собой в будущее. Имеется в виду то прошлое или наш опыт, который может служить прогрессом или нам пригодится. А если это уже какой-то балласт, то мы должны прошлое в прошлом и оставить. И это уже возможности. Где-то карта говорит об объективизме, расширяет для себя горизонты. Может быть, и какие-то конкретно поездки, переезды, мои дорогие, летом. И даже если вы не планировали, а вам придется осуществлять. Здесь будут и новые планы. Здесь могут и, знаете, быть какие-то, может быть, через предложение. А для кого-то это вы что-то передумаете и отправитесь, быть может, туда, куда прежде, ну, даже и мысли не было про это направление. Сама по себе карта предлагает нам визуализировать отчасти нашу мечту, потому что мысль материальна. И как бы мы к этой фразе не относились, но еще Эйнштейн об этом говорил, а теперь квантовая физика подтвердила, это доказано. Да, мысль – это субстанция. Пусть она не та субстанция, которую мы можем с вами, как вот эти карты или стол, осязать, но тем не менее это есть определенная какая-то плотность, понимаете? И от наших правильных мыслей будет зависеть конфигурация будущего. То, что мы думаем сегодня, мы получим как будто завтра. А сегодня мы могли оказаться в той ситуации, которую мы себе словно притянули. Вот, кстати, иногда это тоже срабатывает. Не все в жизни однозначно, поэтому альтернативные варианты рассмотреть стоит. И если мы говорим, какой сферы жизни это может касаться? Жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. И я могу предположить, что вот по этим как раз трем составляющим. Может быть, согласовывать документ, может быть,
переехать или съездить в конкретное место, чтобы увидеть своими глазами или с кем-то обсудить конкретный вопрос, опять же, внести ясность, вам придется сделать. Здесь где-то будьте готовы к тому, что, ну, не совсем только ваши планы. Не откажитесь от чего-то, потому что вот этот альтернативный вариант для вас несет новые возможности. С чем это связано? А вот смотрите, ведь это карта ожидания, карта иллюзии. Нам как будто образ, да, показан. Нет никакой конкретики. Такое что-то эфемерное, неосязаемо, но кто знает, может, это как вариант ваших мыслей, которые мы себе представляем. Тогда, мои дорогие, представлять нужно тоже визуализацию, нужно делать правильно. Визуализация, она тогда работает, когда это не просто «я хочу» или «было бы неплохо». Это ни о чем, ни первое, ни второе. Это когда мы можем прочувствовать себя в той ситуации или в той обстановке, которую мы хотим для себя создать. К примеру, как новое качество жизни. Когда мы можем представить, как мы будто уже находимся в этой обстановке, опять же, в этой ситуации, может быть, конкретно в этом кабинете, в этом доме, в этой стране, в этой местности до бесконечности. И даже заметить, как будто что нас окружает, через ощущения. Вот к чему я веду. Начинает работать визуализация. Поэтому здесь не только с позиции «было бы, опять же, неплохо» или «я хочу» или «я хотел». Нет, тут нужно что-то вам конкретизировать. И пустое ожидание должно закончиться. Потому что когда мы визуализируем вот правильно, то для нас уже так наши мысли плавно перетекают в какую-то тезис, стратегию. И вот, видимо, вам ваши намерения и цели есть смысл разложить на план минимум и план максимум. А то и на план А, план Б, план С, но какая-то схематизация ваших последующих действий. И это не есть как какой-то шаблон или, знаете, табу, который вы будете продолжать вот только в этом контексте. Нет, будьте готовы еще и корректировать собственные планы. Ну, смотрите, нечего доставать, правда. Здесь, видимо, у каждого по-своему какой-то мечты или своих желаний будет касаться вопрос. У вас 2 тройки жезлов. И любая тройка – карта будущего. А тройка жезлов – это вот конкретно мы на пороге, и нам карта говорит именно в этой колоде о росте вашей популярности, о том, что вы можете свое творчество, среди вас много творческих людей, продвинуть, может быть, для кого-то вопросы нахождения мецената даже, да, но это иногда бывает, это очень важно, поскольку пока мы творим, кто нас готов поддерживать, ну или какие-то согласования. Это, конечно, не для всех, а именно по факту или по какой-то теме, которая присутствует, да, и связана с вашим творчеством, но тем не менее, тоже нет ничего невозможного. И рост популярности, маяк буквально. Когда на вас обращают взоры, когда вы, мои дорогие весы, у вас есть возможность не просто вот это будущее, а подняться на иную ступень иерархии. И стало быть, качество жизни, оно ведь тоже будет подниматься. Здесь на кону что-то очень важное. Рассмотрите все варианты. Хочется еще одну карту достать без вопросов. Может быть, нам еще что-то подскажут. Карта заслуженного успеха. Это правда. И по этой карте действительно эфир, пространство, интернет, новые технологии, нейросети, искусственный интеллект, языки иностранные или язык программирования. Может быть, для кого-то начальные меня смотрят люди разного возраста. Я могу допустить, что кто-то не владеет компьютером или не в полной мере изучил смартфон. Ну, правда, тут все так меняется быстро. Если мы говорим о более новых моделях, есть что-то, что вам следует изучить. Нам конкретно человек показан. И кто знает, может быть, вы научитесь работать через интернет. Для кого-то часто эта карта проигрывается как переезд, безусловно, или какое-то путешествие, или да просто много каких-то переездов, перемещений. Или вы, мои дорогие, ищете ту работу или тот вид занятости, деятельности. Может быть, вы и учитесь как раз специально для этого, чтобы работать из любой точки мира. Вот так даже карта сама очень красноречиво говорит. Нет ничего невозможного, но вы пока на первом шаге заслуженного успеха. Еще предстоит предпринять очень много каких-то действенных ваших активностей, прежде чем придет этот успех. Но первый шаг, он уже вам
как добавляет вдохновение. Или вы проясняете для себя, чем вы будете заниматься, куда вы будете идти. Перед вами и новые возможности откроются. Рассмотрите все варианты, ни от чего не отказывайтесь. К вам на порог пытается прийти это как знак судьбы ваш успех. Второй знак судьбы. Ну, вот как успех, так и финансовая обеспеченность. Вот тут нечего сказать. И я допускаю. С одной стороны, эта карта будет для кого-то говорить, вообще-то ты будь внимателен к финансам. Ты сейчас можешь что-то и прошляпить. Как будто деньги идут по нарастающей, или есть возможность заработать деньги. Но это заработать, мы говорим, да, это от вашей активности все зависит. Это не есть как манна с неба или какая-то лотерея. Я должна сказать попутно, ни один мой расклад не про лотерею, мои дорогие. Ну, наверное, потому что я сама не про лотерею, я реалист и практик. Так вот, карта говорит, что как раз и наступают, когда сбываются наши конкретно желания, мечты, счастья. Вот мне нечего добавить, и мне даже не хочется дополнительные карты доставать, потому что я допускаю, у кого-то минусовая ситуация, или то, что вам вообще это не нравится, наоборот, какой-то сложный переломный момент. Но самое главное, ваше желание. Ваш настрой, мои дорогие весы. Раз вы уже где-то сопротивляетесь или, понимаете, готовы корректировать собственные планы для того, чтобы изменить свою жизнь именно в части финансов. А что такое деньги? Один из способов взаимодействия с миром. И будете рассматривать все возможности, то тогда и пространство перед вами откроет многообразие вариантов. Здесь есть возможность заработать или через популярность, или через новый вид деятельности. На кону буквально деньги. И кто знает, может быть, деньги – это свобода вообще. И для вас, мои дорогие весы, вы где-то вот этот постулат можете прочувствовать очень остро, поскольку у вас эта свобода, желание, мечты, осуществление, счастье идет именно через денежную составляющую. Пусть называется девятка воды, но тем не менее, это карта материализма. Вот соедините такие параметры: вдохновение, счастье, творчество и деньги. Тройка мечей, и это всегда карта прошлого. Это не есть карта будущего. Но, видимо, имеет место быть какая-то грустная история, которая не просто вам взгрустнулась, или пусть это было связано с предательством, с какими-то очень сильными эмоциями. Но, мои дорогие весы, самое главное – это опыт. Вы не должны где-то, это как знак судьбы, найти еще раз прежние грабли. Вот о чем нам говорит карта. Ты уже что-то пережил. Два ангела словно вас успокаивают. И о чем нам говорит эта карта? Да, есть по какому-то поводу у вас сожаление, грусть. Прости себя самого за какие-то прежние ошибки, чтобы они тебя не держали в застенках, чтобы ты мог идти дальше. Но это будет для тебя означать первое, что ты не повторишь какой-то прежний опыт. И эта карта тут конкретно прописана. Выздоровление. Вот у вас вы постепенно делаете правильные выводы, идете дальше и выздоравливаете. Давайте мы узнаем. Я допускаю, кстати, что летом может напомнить о себе какой-то человек или какая-то история. Может быть, это вы в чем-то уже поставили точку. И, мои дорогие весы, тут может быть и такая метаморфоза. Это вы уже все расставили по местам. Может быть, есть еще сожаление. Или когда из-за ваших ошибок что-то было не так, неправильно сделано. Но тогда это, знаете, не надо себя корить, костерить буквально, а просто быть добрее к самому себе, чтобы простить себя и сказать: ну да, я, может быть, слишком хорошо думала как о конкретном человеке, или я понадеялась на чьи-то обещания, к примеру, так. И значит, вот эти ошибки я уже больше не повторю. Так вот, когда вы разберетесь со своими чувствами, кто-то или какой-то проект вам могут предложить и еще раз, как какое-то дежавю. Вот это дежавю точно. Тут, знаете, может быть вот эта путаница или искаженное восприятие. С одной стороны, это наш опыт, проб и ошибок держит, и все то, что я сказала, прощение. Опыт должен у вас закончиться, когда мы прощаем себя, прощаем наших обидчиков. Мы должны отпустить эту ситуацию, чтобы она не застряла в нашей душе. Она должна уйти. Почему? Она должна очистить пространство в нашей душе. А пространство, свято место пусто не бывает.
И стало быть, чем быстрее мы это сделаем, быстрее какие-то более позитивные энергии войдут в вашу жизнь. Это первый нюанс. Ну и второй нюанс. Мы можем заново как проигрывать еще и еще какой-то прежний опыт. Мы словно боимся. Мы не хотим попасть еще раз в какую-то западню или в какую-то сложную ситуацию, или минусовую ситуацию по деньгам. И тогда вот эта карта искаженного восприятия будет нам говорить о том, что страх, он искажает реальность и сковывает сердце. И эта карта искаженной реальности, это нам кажется, как вот этой девушке. Ей кажется одиноко, холодно, она чувствует себя уязвимой. И ей кажется, что вот какая-то субстанция словно давлеет над ней. А открыла бы она глаза, ну и что бы она увидела? Да ничего, лестницу и стены. Будьте реалистами. Не позволяйте какому-то дежавю вас выбить из строя или из седла. Но и не предайтесь каким-то иллюзиям. Вот разграничивать, наверное, глубокую философию, вот эти вот иллюзии, то есть это где-то минус, да, который через минусовые к нам приходят иллюзии, а это иллюзии, которые со знаком плюс. Вот это глубокая философия, а это розовые очки, я бы сказала так, Пашкубков. Нам показан человек с какой-то рогатиной, мне как-то написали, это не рогатина, это лоза, это человек ищет воду. Ну, давайте будем реалистами. И, кстати, эта колода относительно новая. В наше время 1001 способ найти эту воду. Причем так быстрее, надежнее, уже и воду получить, и уже душ принять, чем ходить с этой лозой. Я, конечно, шучу. И по этой карте это тот человек, который не имеет определенного рода занятий, может быть, и ищет приключений, развлечений, просто так бредет, сам не знает куда. У него нет ориентиров, самое главное. И вы можете столкнуться. Это может быть как экзамен судьбы. И вам подсказка, кстати, как знак судьбы. Будь внимателен. Вот такие люди тебе могут встретиться на твоем жизненном пути в течение лета. Это люди ненадежные, которые, они, знаете, как инфантилизм какой-то юношеский. И пусть этот человек уже в почтенном возрасте, а кто знает, может быть, он всю жизнь так прожил, ну и ничего, так себе прожил, и он считает это нормой. Мы ведь все абсолютно разные. Но не важно, что он там считает. Важно, что считаете вы. И вот эти две карты какой-то неопределенности. Еще раз подытожу, как со знаком минус, когда нам кажется. Или когда мы где-то так подзастряли, нам кажется, вот прежний опыт, который нас больно ранил, повторится. А нам говорят, он не повторится никогда. Но и не замечтаться, потому что не должно быть как будто той ситуации, когда вы повторяете прошлые ошибки. Вы выздоравливаете. Но я так могу предположить, что кто-то из вас, мои дорогие весы, теперь более отчетливо видит для себя, когда вас пытаются увести куда-то, да, может быть, уговорами, а то и какими-то неприятными словами, которые нас выбивают из колеи, когда мы расстраиваемся. Нам это слышать неприятно, это где-то по самолюбию удаляет. Или наоборот, нас какие-то призывы или какая-то лесть, к примеру, да, которая нам так это замыливает глаз, и мы тоже уже где-то не видим чего-то. Будьте реалистами, мои дорогие, какой-то пройденный опыт вас должен сделать сильнее. И хладнокровнее. Вот самое главное, наверное. Давайте просто достанем еще одну карту. Да, вот посмотрите, не старайтесь все прояснить. Будет тот период или будут те вопросы в течение лета, когда прошлый опыт вам помогает. Но для чего он вам помогает? Не для того, чтобы вы что-то однозначно приняли или от чего-то вы однозначно отказались. Пока еще не время фундаментальных таких, знаете, вердиктов. Точно нет. Время безопасности, мои дорогие. Аркан Луна. Я часто говорю, остерегайтесь толпы. Меня несет толпа. Кто-то может подумать, что пустяки, подумаешь, толпа, так я пойду в другую сторону. Так вот нет. Это та сила, когда вы никуда не пойдете. Поэтому берегите себя. Это может символизировать любую толпу, к примеру, в коллективе. Какие-нибудь коалиции. Есть одна часть, другая. К примеру, один за руководителя, другой против. Какие-то вот конфронтации. То вот вам и не туда, и не туда. Вам самим по себе. И эта карта тысячи неопределенностей и какого-то ожидания. Нам девушка ожидает ребенка, и словно прогуливаясь по берегу, может быть, она так вот обходит и сейчас подойдет к этой двери. Если мы сказали в этой колоде, открытая дверь или закрытая, и как туда попасть? Дверь закрыта. Почему-то одна под наклоном.
И это прообраз Пизанской башни. И вроде дверь неказистая, какая-то нелепая. И почему она так? И мы знаем. Попробуйте вот дверь, которая под наклоном, открыть. Это сделать очень сложно. Она как будто перекошена. Так вот, Пизанская башня вроде падает. Но мы знаем, столетие падает, еще столетие предстоит. А тем не менее, это башня, это крепость. И пусть нам даже это выглядит дверь по-дурацки, а тем не менее, нам именно туда нужно попасть. Потому что в этой крепости ваша защита, ваше как место безопасности. Но как открыть эту дверь? Как будто ручка есть, а замка нет. И вместо замка у нас страж дверей, и это хамелеон. В целях вашей безопасности, как я сказала, избегайте толпы, не выносите вердиктов. Именно вы сами для себя сейчас представляете основную заботу, я бы сказала так. Но вам придется договариваться с хамелеонами, с людьми разными. И поэтому и вот эти две предыдущие карты нам четко говорят, кто в лес, кто по дрова. Один может тебе что-то говорить со знаком минус или пытаться тебе читать нравоучения. Другой же, наоборот, будет что-то тебе такое красивое обещать, а тебе и не туда, и не сюда, тебе каким-то своим путем, чтобы не повторить прежних ошибок. Продумайте, мои дорогие, и здесь именно договориться с хамелеоном. Это не значит, что мы в этой башне пробудем долго, но, видимо, какой-то период лета это сделать будет. Вот этот договор совершенно необходимо. Знак судьбы следующий. У вас все должно быть по закону, мои дорогие. Причем по закону, когда прописано на бумаге. Все то, что изложено на бумаге и соответствует законодательному уровню, да, это вас тоже защищает. Ну и весы нам изображены, баланс, как и внутренний эмоциональный баланс, так и буквально детализируйте, когда вы подписываете документы. Задавайте вопросы, время задавать вопросы, чтобы нам в последующем ничего не прилетело из прошлого с каким-нибудь ответом и не застало нас врасплох. Вот будьте внимательны, действительно. В этой колоде эта карта соответствует карма. Закон причины и следствия. И конкретно, la legge, закон, мои дорогие. И все то, что я сказала. Значит, договариваясь с людьми, вам могут что-то обещать, так они там 100 бочек арестантов будут обещать. А вам нужно, чтобы человек прописал на бумаге. Вам нужно, чтобы была какая-то согласованность или бумажное подтверждение. И если вам какие-то красивые мечты, о чем приятно думать там и так далее, нас это уводит от темы, от дела. Но где на бумаге прописано? Если не прописано, нам туда не надо. Мы можем сами себя поставить в какую-то неразрешенную ситуацию. А если у нас нет никакого выбора, и вот это то, что не прописано, для нас словно вот эта Пизанская башня, значит, нужно ждать момента, когда это должно быть оформлено. Или сделать потом выводы. И если это к какому-то оформлению не приходит, и неважно, работа, отношения, любовь, какая-то личная жизнь, там родственники, у кого-то наследство, 1000 каких-то вариантов. Так вот, если этой прописи на бумаге нет, или составления документа, или, может быть, по банкам какие-то дела, вопросы, то тогда нам туда не надо. Значит, нужно какое-то время, даже если вынуждает нас судьба, находиться вот в этой крепости. Значит, мы ждем момента, как оттуда выйти. И мы словно тогда наготове, мои дорогие. Давайте мы проясним. Я достану еще одну карту. Тут знак судьбы, сама судьба. С позиции закона. С чем это связано? С какой сферой жизни? Личная жизнь. Какая-то история из прошлого. Может быть, и человек возвращается из прошлого. Может быть, какая-то история любовного характера, когда вдруг человек решил о себе напомнить. Вот, кстати, мы только об этом с вами говорили. Я допускаю, что человек сделал тоже выводы с какими-то лучшими намерениями. Целями к вам возвращается, что-то предлагает, пытается с вами возобновить контакты, но, видимо, вам прописать на бумаге. Обещаешь? Хорошо. Давай мы с тобой это оформим. Или, если вы не согласны с этим, но есть еще какие-то позиции, которые вы бы с ним хотели договориться или решить, тогда это будет очень удобное время. По 6 кубков мы можем как раз договориться. Но мы можем и прояснить. Откровенные разговоры, искренние разговоры
они тоже проходят по этой карте, но точно так же проходит и ностальгия. Чего это еще может касаться? Все-таки я вижу, что поскольку договариваться с хамелеонами придется, то могут быть какие-то дежавю из прошлого, и у каждого в своей сфере жизни, мои дорогие весы. Тут не замечтаться, но и не побояться. Вот два направления, да, вот эти две карты, восьмерка мечей и паж жезлов, все-таки паж кубков, точнее, вот эта карта. Мы не должны замечтаться, да, но, видимо, какой-то степени, на каком-то уровне взаимодействие все-таки есть. Или конкретный человек вам может быть чем-то полезен. Ну, правда, допустите, наверное, что в нашей жизни бывает очень много людей, и не всем им суждено стать спутниками нашей жизни или теми людьми, которые с нами надолго. Большинство приходит в нашу жизнь на какой-то период. Мы им нужны для чего-то, а они для чего-то нужны нам. Но значит, даже этот короткий период нужно пройти как-то очень красиво и грамотно. И о чем-то подобном вам говорят вот эти карты. Потому что я так вижу, туз жезлов, у нас маг изображен и волшебник, для кого важна как и реализация какого-то проекта, так и свобода, потому что, обратите внимание, он босиком. То есть деньги, да, денежная составляющая, все-таки на все лето это тема номер раз. Но и это не просто деньги ради денег, а это какая-то задумка ваша. Не просто вот идея, а скорее даже какой-то план, мы об этом тоже с вами говорили. Так вот, вот этот волшебник, вот эта дверь, которая может быть закрыта до поры до времени, сейчас откроется от его волшебных пасов. И этот волшебник – это вы. И, может быть, даже человек или ситуация, которая через это дежавю возвращается в вашу жизнь, для вас и будет означать в некотором смысле тем хамелеоном или той ситуацией, которой нужно на время согласиться вот с этим. Но тогда быть предельно внимательным, что это нет, тут в любой момент что-то может пойти не так. Или человек опять начнет барахлить, будем говорить. Опять у него там какие-то начнут меняться планы, или там, ну, какая-то ненадежность, она все-таки проходит. Что вы именно с хамелеонами, понимаете, имеете дело. Он сегодня, у него мимикрия, он под вас подстроился. А завтра он что-то внезапно обнаружил другое. Или она, неважно кто. И он мигом это поменял окраску вот к этому. Будьте готовы жить, научиться среди хамелеонов и быть волшебником и магом. Вот так. И это вам по судьбе. Карма у вас, мои дорогие весы, ну вот какая-то такая. Знаки судьбы. Но явно не прошляпить. Хотя мы по этой карте можем быть с любой позиции. Я должна сказать, что в этой карте у нас опять изображение ангела. Есть карты, вот нет изображения ангела, да, у нас на аркане юстиция, тройка мечей, тут аж два ангела. И даже корабль по тройке жезлов у нас с крыльями, да, символика. Но вот здесь ангел как будто благословляет. Вот то, что я сейчас говорила и про хамелеонов, это могла быть какая-то ситуация из прошлого, когда действительно человек либо предал, либо поступил некрасиво, либо что-то не поделили буквально, или как-то разграничилось не в правильном формате. Мы видим девочка маленькая, словно воин, потому что меч без ножен такой, оголенный меч рядом с собой держит. Она заснула, бедная, топит от разочарования, вот так скрутившись калачиком на этой жесткой доске. А мальчик, который подходит, пока девочка спит, боится подходить явно, пока она бодрствует. Но, видимо, его эта мысль не оставляет. Он пытается найти какие-то точки взаимодействия, но, видимо, до конца не понимает, на какой же стриженной козе ему подъехать к этой девочке, хочется сказать, мои дорогие весы. И почему-то у него 5 яблок, а в корзинке девочки всего 2. И явно был обман. Может быть, это как символ предательства. Мои дорогие весы, вы можете быть вот этим мальчиком. Будьте честны сами с собой. Нам про честность эта карта говорит именно в этой колоде. И про тех, кто не совсем честно поступает в отношении нас. Поэтому двояко мы можем быть в какой-то ситуации, как с позиции мальчика, а в какой-то ситуации с позиции девочки. Так вот, ангел
как будто благословляет примирение, если мы правильно построим наш разговор. Или если мы правда признаемся, скажем, я был неправ или я была не права. Не надо 1000 извинений там шаркать ногой, совершенно не обязательно, но признать свои ошибки достойно. Это будет как шаг навстречу. Но вы можете быть и девочкой. Нам ведь не говорят, что эта девочка примет, наверняка, извинения мальчика, даже если они последуют. А ведь мы не знаем, может быть, яблочки подложит в корзину, а вот сил-то сказать не хватит. Такое я тоже допускаю. И мы пока не знаем, согласится она на продолжение или как она отреагирует на увиденные яблоки. Мои дорогие, сохраняйте себя. Вот это к вам как знак судьбы. Но если вам это необходимо, может быть, и придется договариваться с хамелеонами. Каким-то образом, почему-то для вас, мои дорогие весы, я собиралась достать 6 карт, а сейчас я вижу 5. Поторопилась, выходит. Не считала, правда? Посмотрела просто по расстоянию на столе. Значит, заключительный аккорд. Знаки судьбы. Что для вас, мои дорогие, очень важно знать. А вот оно уже и переворачивается. Ух ты! А вот смотрите, много драйва будет. Причем драйв будет какой-то или перемещение, какие-то события, встречи, контакты по части личной жизни, дела, работа, бизнес, когда буквально будете готовы к неожиданностям. Будет и то, когда, может быть, была уже какая-то скорость, и вам даже казалось, ну, как-то убыстряется время. Приготовьтесь к тому, что оно убыстрится еще сильнее, и вам придется быстро реагировать на какие-то новости, события, буквально собраться, отправиться куда-то, приехать, с кем-то договориться, с кем-то встретиться и не отложить ничего на потом. Здесь может быть как ключевая какая-то информация, словно сорока на хвосте принесла. Вот, кстати, я такое допускаю, когда вы можете случайно услышать кем-то оброненную фразу, а для вас это будут ключевые слова. Как мне реализовать какой-то проект? Здесь информация к вам приходит совершенно невероятным путем и заставляет словно вас действовать. И ваша задача – 8 воды, словно выйти своему ангелу навстречу. Мы можем тут что-то и передумать, но идет-то наша девушка налегке. Поэтому приготовьтесь буквально к каким-то судьбоносным событиям. И мы должны быть именно готовы к этому. Ну, давайте я все же достану одну карту. Знаки судьбы. Много событий, судя по этим картам. Но, может быть, ключевое – карта любящего человека. Но вот видите, не все однозначно. Это кто-то может по отношению к вам действительно проявлять искренние эмоции, а вас какая-то прежняя история уже научила. Ну так значит и не торопитесь. Если суждено этому человеку, и пусть даже кто-то возвращается из прошлого, тогда, если суждено, вас ваши люди догонят. А если не суждено, и это только лишь опять какая-то очередная игра, то человеку очень быстро надоест. Но, может быть, это и вам, мои дорогие, придется о ком-то заботиться. Вы можете узнать какую-то новость или новость, может быть, о ком-то из ваших близких, когда вам захочется самим быть альтруистом где-то и кому-то помогать. Может быть, реально есть ваши дети, может быть, и достаточно подросшие дети. Видите, это карта где-то и карта матери, карта жены, карта любящего человека, имеется в виду конкретно в узах ваших брачных или кровных, когда вы о ком-то заботитесь, потому что для вас это может быть как и ваш проект, да, если мы говорим это детище, ну и буквально это ваш ребенок какой-то. Может быть и внук, может быть и племянник, или какой-то человек, которому вы испытываете самые теплые душевные эмоции. И я так вижу, кто-то, знаете, вот всю жизнь уравновешивается. Кого-то поддерживаем мы, а кто-то поддерживает и нас. А иногда мы кого-то поддерживаем, и тогда все равно по аркану юстиция карма и пространство пусть откликается или судьба через контакты с другими людьми, руками других людей. Но вот этот баланс, он все равно в вашей жизни наступает. Но я так вижу, приготовьтесь к тому, что жить вам будет интересно. Потому что первыми, как только я задала вопрос, что же важно, выпали вот эти все 4 карты. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.